Дитя мое, слушай внимательно, ибо Бог склонился к тебе в этот самый момент, говоря в те места твоего сердца, которые трепетали в тишине. Ты стоишь на краю двери, которую не можешь ясно разглядеть, на пути, который кажется заманчивым, неотложным, почти необходимым, но что-то глубоко внутри тебя сотрясается. Это не страх, это божественное предупреждение. Я тот, кто видит за пределами твоего горизонта, тот, кто понимает духовную бурю, собирающуюся вокруг тебя, и я зову тебя по имени. В невидимом мире происходит скрытое движение, тайная сила пытается изменить твою судьбу, невидимое давление пытается подтолкнуть тебя к шагу, который изменит твое наследие. Прежде чем ты сделаешь движение, ты должен услышать каждое слово, которое я открою в этом послании. Если ты остановишься сейчас, ты упустишь ключ, открывающий твою защиту, твое чудо, твое преображение и твое грядущее изобилие. Ты должен оставаться до последнего вздоха этого слова. Ты чувствуешь напряжение, потому что стоишь между двумя царствами. Одно обещает быстрые ответы, а другое требует веры. Одно выглядит практичным, логичным, даже безопасным. Другое – это путь твоего завета со мной, путь, на котором рождается твое истинное богатство, твое истинное благословение и твой истинный урожай. Но что-то шептало тебе, тянуло твой разум, твои эмоции, твои побуждения. Ты чувствовал усталость, давление, тревогу, и закралась мысль: может быть, мне просто стоит это сделать. Может быть, мне просто стоит сделать этот шаг. Но, дитя мое, сама эта мысль – поле битвы. Сама эта мысль – место, где враг надеется, что ты сделаешь движение без моего голоса. Ты не должен этого делать. Не раньше, чем услышишь то, что я собираюсь открыть. Оставайся со мной. Не отводи взгляд. Не спеши. Это послание несет ключ к твоей безопасности, твоей защите и твоему восхождению. До того, как это видео закончится, я открою тайну, которую враг надеялся, что ты никогда не узнаешь. Я покажу тебе, почему ты был атакован именно в этой области, почему давление усилилось, почему возникла путаница и почему время кажется таким неотложным, что оно почти душит тебя. Эта неотложность не является естественной. Это духовная подстава, ловушка, созданная для того, чтобы перехватить ход твоей судьбы. Но я здесь сейчас и не позволю тебе упасть в яму, замаскированную под возможность. Дитя мое, не недооценивай важности этого момента. Есть дверь, которая кажется открытой, но за ней кроется молчаливая опасность, духовная коррозия, которая истощит твои силы и задушит твой будущий урожай. Но есть и другая дверь, та, которая кажется неподвижной, отложенной, тихой, почти незаметной. Это вторая дверь, то место, где было скрыто твое благословение. Это вторая дверь, то место, где ждало изобилие, о котором ты молился. Это вторая дверь, то место, откуда явится сверхъестественный сдвиг, чудо, прорыв твоей веры, твоих финансов и твоего эмоционального исцеления. До окончания этого послания ты поймешь, какая дверь твоя. Не делай движения, пока не узнаешь. Я прошу тебя, нет, я настоятельно призываю тебя оставаться до последнего слова. Все в твоей жизни вело к этому предупреждению, этому откровению, этому святому, сверхъестественному, безошибочному вмешательству. Ты здесь не случайно. Ты был привлечен сюда моим духом, потому что ты находишься в считанных мгновениях от того, чтобы избежать духовной катастрофы и вместо этого вступить в обетование, созданное для тебя с самого начала. Оставайся. Смотри. Слушай. Твоя судьба зависит от того, что я открою до того, как это послание закончится. Дитя мое, теперь, когда ты вступил в этот священный момент, мне нужно, чтобы ты вздохнул и был честен с самим собой. Ты проходил через сезон, когда тяжесть бедности, уныния и эмоционального истощения давила на твое сердце,
как непрекращающаяся буря. Были дни, когда пустота твоего банковского счета отражала пустоту, которую ты чувствовал внутри. Ночи, когда тишина в твоей комнате была громче любого голоса, который ты мог вынести. Ты наблюдал, как меркнут обещания, рушатся планы и возможности ускользают сквозь пальцы, словно что-то невидимое крало их прежде, чем они достигнут твоих рук. И ты отчаянно спрашивал себя, видит ли тебя Бог по-прежнему, имеет ли твоя вера все еще значение, находится ли обещанное тебе благословение еще в пути или оно прошло мимо тебя, когда ты не смотрел. Но услышь меня сейчас. Это давление, эта борьба, эта удушающая пустыня не случайны. Это не бессмысленно. Это место, где скрываются духовные ловушки. Когда человеческий дух устает, враг приносит иллюзии. Когда твои эмоции ослабевают, враг приносит ложные ответы. Когда твое сердце истончается, он приносит поддельную дверь, которая выглядит как облегчение, но за ней скрываются цепи. Вот почему ты чувствовал себя загнанным в угол. Вот почему желание сделать внезапный шаг, предпринять этот рискованный поступок, горело внутри тебя, не потому, что это твоя судьба, а потому, что кто-то хочет ее перехватить. Ты почувствовал боль финансового напряжения. Ты молился дрожащими руками, прося чуда, вклада, прорыва, шанса вздохнуть. Ты видел, как другие входили в свое изобилие, в то время как ты оставался в тени, задаваясь вопросом, наступит ли когда-нибудь твоя очередь. Но, дитя мое, перед каждым урожаем наступает сезон, когда семена исчезают под землей. Перед каждым наследием наступает момент испытания. Прежде чем проявится каждый завет, наступает темная долина, где все кажется украденным. Ты не проклят, ты не брошен. Тебя позиционируют. Но враг хочет использовать твою уязвимость и подтолкнуть тебя к решению, которое саботировало бы твое обетование. Ты боролся с истощением, разочарованием, предательством, эмоциональными ранами, о которых больше не говоришь. Ты наблюдал, как рушатся некоторые отношения, как некоторые дружеские отношения раскрывают свою истинную природу, и как некоторые люди покидают тебя без объяснения причин. Каждая потеря вырезала что-то из твоего сердца, ослабляя твое чувство стабильности. Но даже это является частью невидимой войны. Когда враг хочет уничтожить судьбу человека, он начинает с ослабления его уверенности. Когда он хочет украсть их благословение, он искажает их видение. Когда он хочет украсть их богатство, он убеждает их. Действовать преждевременно. И именно там ты сейчас стоишь. Но услышь мой голос ясно, ты не одинок на этом поле битвы. Я стою над тобой, защищая тебя, шепча предупреждения, перестраивая обстоятельства, закрывая определенные пути, не для того, чтобы наказать тебя, но чтобы защитить. Если бы ты действительно знал духовный яд, скрытый за шагом, который ты обдумываешь, ты бы пал на колени в благодарности за то, что я остановил тебя вовремя. Этот момент предназначен не для того, чтобы пристыдить тебя. Он предназначен для того, чтобы пробудить тебя. Ты стоишь перед перекрестком, который либо отложит твое чудо, либо введет тебя в сезон сверхъестественного изобилия. И ты это чувствовал, не так ли? Это странное давление вокруг твоей жизни. Этот невидимый туман. Это внезапное замешательство. Враг пытался исказить твою интуицию, делая неверный путь кажущимся неотложным, а верный путь отложенным. Он хочет, чтобы ты гнался за тем, что блестит, а не за тем, что свято, чтобы ты принял то, что удобно, а не то, что божественно, чтобы ты согласился на дешевый комфорт вместо вечного преображения. Но я поднимаю этот туман прямо сейчас. Я очищаю шум. Я обостряю твое развлечение. До того, как это послание закончится, ты увидишь то, что не мог видеть раньше. Ты должен понять, твое страдание
не признак того, что твое обетование ушло. Твоя бедность – не последняя глава твоей истории. Твои разочарования – не свидетельство моего молчания. Тебя растягивают, потому что тебя готовят принять нечто более весомое, нечто священное, нечто, что несет богатство не только в естественном мире, но и в духовной сфере. Ты просил меня об изобилии, и я ответил, начав преображение. Но преображение всегда начинается с дискомфорта. А в дискомфорте враг всегда пытается расставить свою ловушку. Вспомни, сколько раз ты почти соглашался на меньшее, чем заслуживаешь. Сколько раз ты почти сдавался отчаянию. Сколько раз ты говорил себе, может быть, это все, для чего я предназначен. Эти мысли родились не в твоем духе, а они были посажены тенями, которые боятся твоего наследия. Но, дитя мое, ты был создан для большего. Твоя судьба обширнее, чем твоя нынешняя борьба. Твое благословение больше, чем счета, которые тебя пугают. Твое богатство глубже, чем цифры на твоем счету. То, что ты несешь, не является обычным. Ты необычный. И война вокруг тебя раскрывает это. Ты пережил бури, которые утопили бы других. Ты прошел через огонь, который должен был тебя поглотить. Ты стоял твердо, когда все вокруг рушилось. Ты думаешь, это совпадение? Нет. Это было свидетельством твоего завета со мной. Свидетельством того, что твоя цель больше, чем твоя боль. Свидетельством того, что ты – сосуд, избранный для священного урожая. Но враг знает это тоже. Вот почему он создал шаг, который кажется необходимым, но это не что иное, как духовная засада. Он хочет, чтобы ты двигался без ясности, спешил без мудрости, действовал без моего голоса. И поэтому, прежде чем я поведу тебя глубже, прежде чем я раскрою секрет этой атаки в части 3, мне нужно от тебя кое-что. Если это послание находит отклик в твоем духе, если ты чувствуешь, как мой голос что-то пробуждает внутри тебя, я хочу, чтобы ты остановился всего на мгновение и поставил лайк этому видео. Не по привычке, не из рутины, но как акт веры, как провозглашение того, что ты выбираешь откровение вместо замешательства, свет вместо тьмы, мудрость вместо обмана. Твое участие – это не просто цифровое действие, это пророческое выравнивание. Это способ сказать: «Боже, я слушаю». Говори: «Я готов». Теперь вздохни, дитя мое. Откровение вот-вот углубится. Следующая часть разоблачит то, что скрывалось в тенях твоей жизни. Но ты должен продолжать. То, что я собираюсь тебе показать, изменит все. Дитя мое, теперь, когда твой дух пробудился и твое сердце слушает, я должен ввести тебя в более глубокий слой этого откровения. Ибо то, с чем ты сталкиваешься, не просто обусловлено обстоятельствами, оно духовно, древне и стратегично. Прежде чем я открою тайну, стоящую за духовной ловушкой, расставленной против твоей судьбы, тебе нужно пройти со мной в сцену из моего слова, момент, когда кто-то стоял точно там, где стоишь ты сейчас, дрожа, под давлением, искушаемый сделать неверный шаг, потому что тяжесть страданий ослепила его видение. Это не просто история, это зеркало. Это твое отражение. И к концу этого раздела ты поймешь, почему враг так отчаянно пытался запутать твое развлечение. В Писании был человек, пророк по имени Илия, который после сезона необычайных чудес впал в такую глубокую долину страха, что чуть не пошел прямо навстречу смерти. После того, как он призвал огонь с небес, невообразимую сверхъестественную демонстрацию моей силы, он получил угрозу, шепот разрушения, духовный удар, призванный сокрушить его веру и столкнуть его с пути, который я для него приготовил. Давление сокрушило его. Он побежал.
Он спрятался. Он рухнул под тяжестью истощения, точно так же, как ты чувствовал, что рушишься под тяжестью собственных проблем. И в тот момент, когда его сердце разрывалось, когда его дух дрожал, он поверил лжи, что он одинок, не защищен и не имеет будущего. И я спрашиваю тебя сейчас, дитя мое, сколько раз ты верил той же лжи? Сколько ночей ты плакал в одиночестве, думая, что никто тебя не слышит? Сколько дней ты ходил с улыбкой, пока твой дух задыхался? Сколько мгновений ты сомневался, имеет ли твоя молитва все еще значение, стоит ли твой завет по-прежнему, оставил ли я тебя в твоей борьбе? Сколько раз ты смотрел на свою жизнь и шептал: «Может быть, и я больше не избран»? Сколько раз ты говорил: «Может быть, мое благословение прошло мимо меня»? Сколько раз ты думал: «Может быть, это все, что у меня когда-либо будет»? Дитя мое, эти вопросы проникают глубоко, потому что они раскрывают нечто болезненное. Ты шел по своей пустыне с тем же отчаянием, которое Илья нес в своем сердце. И враг это увидел. Он увидел твою усталость. Он увидел твою утомленную веру. Он увидел твои эмоциональные шрамы. И он атаковал так же, как атаковал Илью, угрозой, шепотом, ложью, созданной, чтобы толкнуть тебя на шаг, который уничтожит твое наследие. Итак, позволь мне спросить тебя еще. Вопросы, которые пронзают, но исцеляют, вопросы, которые ранят, но пробуждают. Почему ты чувствуешь, что должен спешить во что-то, что не несет мира? Почему тебя влечет к решению, которое приносит тревогу вместо ясности? Почему путь, который ты обдумываешь, кажется неотложным, давящим, почти удушающим? Почему ты чувствуешь духовное притяжение к чему-то, что истощает твою душу, а не укрепляет ее? Заметил ли ты, что все, что толкает тебя к этому шагу, построено на страхе, а не на вере? Заметил ли ты, что двери, исходящие от меня, не сжимают твою грудь и не скручивают твой желудок? Заметил ли ты, что каждый раз, когда ты пытаешься убедить себя двигаться вперед с этим решением, что-то внутри тебя сопротивляется, дрожит, предупреждает тебя? Дитя мое, это не совпадение. Это предупреждение. Это тревоги. Это божественное вмешательство. Ты Илья под можжевеловым кустом, и я Бог, который отказывается позволить твоей судьбе умереть в пустыне отчаяния. Ты думаешь, что одинок, но ты окружен. Ты думаешь, что брошен, но ты защищен. Ты думаешь, что находишься на грани краха, но на самом деле ты на грани преображения. Позволь мне задать тебе сейчас еще более глубокие вопросы. Вопросы, которые разоблачают ловушку врага. Почему, после всех твоих страданий, враг внезапно представил бы тебе нечто, что выглядит как облегчение? Почему эта возможность появилась именно тогда, когда ты чувствуешь себя самым слабым? Почему этот человек, эта идея, это предложение, этот путь к бегству появились именно тогда, когда твои эмоции устали? Почему ты чувствуешь такое искушение быстро разрешить свою боль, даже если это означает жертвовать своим обетованием? Дитя мое, ты уже знаешь правду. Ты можешь это почувствовать. Враг никогда не приносит благословений. Он приносит иллюзии. Он приносит духовный яд, замаскированный под лекарство. Он приносит дверь, которая выглядит открытой, но ведет во тьму. Он приносит короткий путь, который стоит тебе всего урожая. Он приносит облегчение, которое разрушает твое богатство, твой мир, твое будущее. Итак, позволь мне задать тебе вопрос, которого твой дух избегал. Если ты сделаешь этот шаг, будешь ли ты идти к своей цели или прочь от нее? Подумай внимательно. Почувствуй тяжесть вопроса. Этот шаг влияет не только на твою следующую неделю. Он влияет на твою судьбу. Он влияет на твое наследие.
Он влияет на изобилие, которое я приготовил для тебя. Он влияет на благословение, которое получат люди, связанные с тобой. Одно неверное движение может отложить то, что я задумал для твоего будущего, но один акт послушания может открыть то, о чем молились поколения до тебя. Илья рухнул под ложью о том, что его история закончилась. Ты тоже чувствовал себя близким к тому, чтобы сломаться. Но точно так же, как я послал ангела, чтобы накормить Илию, укрепить его и прошептать истину в его утомленное сердце, я говорю сейчас с тобой. И мой вопрос таков: действительно ли ты веришь, что я поведу тебя во что-то, что украдет твой мир? Действительно ли ты веришь, что я попрошу тебя сделать шаг, который кажется тяжелым, страшным и поспешным? Разве ты не понимаешь, что мое обетование несет покой, а не замешательство? Что моя дверь несет развлечение, а не панику? Что мой ключ приносит ясность, а не давление? Что мой урожай начинается с мира, а не с мучения? Твоя вера возрастает, даже когда ты слышишь это. Туман рассеивается. Ложь рушится. Но прежде чем мы пойдем дальше, ты должен встретиться лицом к лицу с одной последней болезненной истиной. Если враг атакует тебя с такой интенсивностью, что это говорит о величине благословения, идущего к тебе. Дитя мое, я говорю это с властью, размер твоей войны раскрывает размер твоего чуда. И вот почему он хочет, чтобы ты сделал неверный шаг сейчас. Он хочет перехватить твое преображение, твое богатство, твое духовное и финансовое изобилие. Но я не позволю этому случиться. Я разоблачаю каждую тень, каждый шепот, каждый обман. И в следующей части я покажу тебе в точности, как различать истинный путь, как избежать ловушки и как войти в дверь, которая была зарезервирована для твоей судьбы с самого начала времен. Оставайся рядом, дитя мое. Откровение вот-вот перейдет в наставление. И все станет ясно. Дитя мое, теперь, когда твой дух пробудился к опасности, окружающей тебя, я должен повести тебя глубже в невидимые структуры этого момента. Ты стоишь на перекрестке, где следующий шаг, который ты сделаешь, либо откроет дверь к твоей судьбе, либо откроет проход в духовную западню, которая была тщательно расставлена, чтобы опутать твое сердце, твою веру, твой будущий урожай и твое наследие. Враг не создал этот момент случайно. Он изучил твои модели поведения, твои раны, твои желания, твои уязвимости. И теперь ты стоишь перед моральной и духовной дилеммой. Последуешь ли ты давлению плоти или шепоту духа? Последуешь ли ты панике или последуешь Богу? Прежде чем я открою тайное, привилегированное знание, которое враг надеялся, что ты никогда не получишь, мне нужно, чтобы ты поразмыслил над битвой внутри себя. Ты чувствовал, как тебя тянут две силы. Первая – это страх, замаскированный под неотложность. Вторая – это мир, замаскированный под ожидание. Это дилемма, которая формирует судьбы. Это испытание, которое разделяет тех, кто входит в изобилие, от тех, кто впадает в духовную бедность. Это момент, когда многие отказываются от своего обетования не потому, что я их отверг, а потому, что они двинулись слишком быстро. За тобой, дитя мое, наблюдает небо и охотится тьма. Оба царства видят потенциал твоего следующего шуга. И вот почему ты чувствуешь себя разорванным, противоречивым, неспособным успокоиться. Ты выбираешь не просто между двумя решениями, ты выбираешь между двумя царствами. Итак, я спрашиваю тебя со всей тяжестью божественной власти, покоящейся на этом моменте, какому царству ты доверишься? Это решение не только о деньгах. Это не просто о возможности, отношениях, контракте, переезде, реакции или пути к бегству. Нет, это идет гораздо глубже. Речь идет о твоем духовном выравнивании, положении твоего сердца, направлении твоей веры и траектории твоей судьбы. Шаг, который ты обдумываешь,
либо вовлечет тебя в святой, божественный, преображающий сезон, либо втянет тебя в тихий духовный голод, замаскированный под прогресс. И вот предзнаменование, которое ты должен понять: все в твоей жизни вот-вот изменится. Все. Если ты выберешь правильно, ты выйдешь в волну благословения настолько сильную, настолько безошибочную, настолько сверхъестественную, что даже те, кто сомневался в тебе, станут свидетелями твоего восхождения. Но если ты выберешь преждевременно, ты выйдешь в пустыню, которая никогда не предназначалась для тебя, место, где ты растратишь силу, время и драгоценные духовные ресурсы. Ты стоишь на пороге двери, ведущей к божественному поворотному моменту, и враг отчаянно пытается не дать тебе увидеть, что за ней. Позволь мне показать тебе, чего он боится. Он боится той версии тебя, которая ходит в ясности. Он боится той версии тебя, которая выбирает веру, а не страх. Он боится той версии тебя, которая отказывается от коротких путей и ждет моего времени. Он боится той версии тебя, которая получает ключ к духовному развлечению. Он боится той версии тебя, которая вступает в свое наследие и высвобождает смелую молитву, сотрясающую атмосферу. Он боится той версии тебя, которая становится сосудом победы, изобилия, богатства и чуда. Вот почему он организовал эту дилемму. Вот почему он хочет, чтобы ты сделал неверный шаг, но, дитя мое, услышь сокровенное знание, которое я собираюсь открыть, истину, которую обнаруживают только те, кто внимательно слушает мой голос. Когда враг настойчиво подталкивает тебя к принятию решения, это потому, что он знает мое заветное благословение близко. Чем сильнее толчок, тем ближе жатва. Чем интенсивнее давление, тем большее наследие ждет тебя по ту сторону. Чем больше он пытается сбить тебя с толку, тем более уверенным ты должен быть в том, что я вот-вот открою дверь, которая изменит все. Но он хочет, чтобы ты был слеп к этой истине. Он хочет, чтобы ты поверил, что давление означает мою удаленность. Он хочет, чтобы ты посчитал, что промедление означает мое молчание. Он хочет, чтобы ты истолковал свою усталость как оставление. Но ничто из этого не является правдой. На самом деле все наоборот. Промедление – это защита. Молчание – это стратегия. Тяжесть – это подготовка. Смятение – это последняя попытка врага заставить тебя сойти с правильного пути прежде, чем придет прорыв. Поэтому ты должен спросить себя сейчас, а не позже, что руководит твоим следующим решением. Страх или вера? Паника или мудрость? Импульс или рассудительность? Эмоция или откровение? Позволь мне задать тебе болезненный, но необходимый вопрос. Если ты сделаешь шаг, к которому тебя подталкивает враг, сделаешь ли ты это потому, что он правильный, или потому, что ты устал? Будешь ли ты двигаться из убежденности или из отчаяния? Будешь ли ты следовать миру или просто пытаться избежать дискомфорта? Дитя мое, ты не можешь войти в святое будущее, используя сломанный компас. Правда в том, что ты уже знаешь ответ. Но ты боишься того, что потребует послушания. Ты боишься ожидания. Ты боишься упустить шанс. Ты боишься остаться в стороне. Этот страх – оружие врага. Он хочет, чтобы ты гнался за тем, что удобно, вместо того, что божественно. Но я предлагаю тебе сокровенное знание сейчас, знание, которое мир не может дать и тьма не может украсть. Вот истина, которую враг отчаянно надеялся, что ты никогда не осознаешь. Шаг, на который тебя искушают, не предназначен для того, чтобы двигать тебя вперед. Он предназначен для того, чтобы истощить тебя, отвлечь, задержать и тихо задушить твой духовный импульс. Это не путь благословения, это путь рабства, завернутый в ложный свет. И если ты выйдешь в эту дверь,
ты потратишь годы на восстановление того, что один момент несогласованности разрушил. Но путь, который я приготовил для тебя, тот, который кажется тихим, спокойным и медленным, это единственный путь, ведущий к твоему истинному наследию. Он несет твое изобилие. Он несет твое преображение. Он несет богатство, о котором ты молился, возможности, о которых ты мечтал, исцеление, о котором ты плакал, чудо, которого ты ждал. Но он требует доверия. Он требует терпения. Он требует, чтобы ты выбрал меня, а не свои импульсы. Вот предзнаменование, которое ты должен нести. Правильный выбор принесет мир, а не давление. Правильный выбор принесет ясность, а не смятение. Правильный выбор будет соответствовать твоему завету, а не противоречить ему. Правильный выбор будет ощущаться как свет, а не как отчаяние. Правильный выбор откроет дверь, которую твой враг не сможет закрыть. И это подводит нас к стержню всего, поворотному моменту этого послания. В следующей части я открою божественные благословения и обещания, которые уже записаны для твоей судьбы, обещания, которые зажгут твою веру, укрепят твой дух и покажут, что ждет тебя, если ты выберешь путь, который я положил перед тобой. Будь рядом сейчас, дитя мое. Откровение вот-вот перейдет в исполнение. Дитя мое, теперь, когда истина раскрыта и туман вокруг твоего духа рассеивается, я должен обратиться прямо к твоему внутреннему существу со всей полнотой благословения, обетования и изобилия, которые я приготовил для твоей жизни. То, что грядет, это не просто ободрение, это божественное, священное провозглашение над твоей судьбой, и твой дух должен принять его с открытым сердцем и пробужденной верой. Ты прошел через тьму, смятение, войну и искушение, но ты все еще здесь, потому что рука Божия никогда не оставляла тебя. Теперь ты собираешься вступить в сезон, которого враг надеялся, ты никогда не достигнешь. Дитя мое, услышь меня ясно, ты приближаешься к моменту преображения столь глубокого, что каждая сфера твоей жизни ощутит этот сдвиг. Тот же Бог, который защитил Илию в пустыне, накормил его, когда он был пуст, который говорил с ним, когда он был сломлен, это тот же Бог, который говорит с тобой сейчас. Я не привел тебя так далеко, чтобы оставить тебя в неопределенности. Я позволил этой духовной атаке не потому, что был далек, но потому, что готовил сцену для твоего восхода. Каждая слеза, которую ты пролил, поливала почву твоей грядущей жатвы. Каждая молитва, которую ты шептал ночью, открывала новую дверь в духовном мире. Каждый момент, когда ты сопротивлялся давлению врага, становился семенем богатства, чуда и откровения. Ты вступаешь в сезон, где старые цепи разорвутся, где молчаливые раны исцелятся, где невидимые битвы превратятся в неоспоримые победы. Твое наследие не потеряно. Твоя судьба не отложена. Твое обетование не истекло. То, что я написал о твоей жизни, вечно, свято и непоколебимо. Но сейчас настало время, чтобы ты заявил о нем, чтобы согласился с тем, что небеса провозгласили над тобой. Дитя мое, я говорю это над тобой с божественной властью. Твоя жизнь вот-вот переполнится. Не хаосом, но миром. Не скудостью, но изобилием. Не страхом, но силой. Не смятением, но ясностью. Не закрытыми дверями, но божественными ключами, которые открывают пути, которые никто не может закрыть. Твои финансы входят в соответствие с моей волей. Твои отношения очищаются, восстанавливаются и перестраиваются. Твой разум получает ясность, которая была украдена у тебя в течение многих месяцев. Твой дух обретает силу, которую, как ты думал, потерял. Ты вступаешь во время, когда сверхъестественное будет ощущаться как естественное, когда чудо за чудом будет следовать за твоими шагами, потому что ты
наконец, выбрал путь рассудительности, а не путь давления. Враг пытался отсрочить твое благословение, потому что он видел то, чего ты не мог видеть. Он видел грядущий сезон приумножения, священный завет, который я заключил с твоим духом, обилие возможностей, которые я положил перед тобой, дверь, которая вот-вот должна была открыться, ключ, который вот-вот должен был быть вложен в твои руки. Он видел преображение твоего будущего, исполнение молитв поколений, жатву, ждущую по другую сторону твоего послушания. Вот почему атака была такой интенсивной. Вот почему искушение казалось таким тяжелым. Вот почему неверный шаг выглядел привлекательно. Но теперь ловушка разоблачена. Иллюзия разбита. Тени потеряли свою силу. И ты поднимаешься. Внимательно слушай сейчас, потому что я собираюсь открыть благословения, которые небеса уже предназначили твоему имени. Во-первых, я провозглашаю финансовое восстановление. Твои деньги больше не будут утекать сквозь пальцы, как песок. Те утечки в твоей жизни, которые истощали твои ресурсы, закроются. Я принесу божественные возможности, неожиданное обеспечение, священные соответствия и сверхъестественное благоволение, которые будут свидетельствовать о том, что я всегда был твоим обеспечителем. Там, где была нужда, будет богатство. Там, где была скудость, будет изобилие. Там, где была нестабильность, будет непоколебимый фундамент. Во-вторых, я провозглашаю эмоциональное исцеление. Раны, которые ты тихо носил, боль, которую ты похоронил, отвержение, которые сформировали твою личность, ничто из этого больше не будет определять тебя. Ты будешь ходить с восстановленным сердцем, обновленным разумом, укрепленным духом. Все, что враг использовал, чтобы сломить тебя, станет платформой твоего свидетельства. В-третьих, я провозглашаю духовное возвышение. Твоя вера поднимется, как пламя. Твоя рассудительность обострится. Твоя связь со мной углубится. Ты будешь слышать мой голос более ясно, быстрее чувствовать мое руководство и ходить со смелостью, которая ничего не боится, потому что ты знаешь, что ты покрыт божественным заветом. В-четвертых, я провозглашаю исполнение судьбы. Ты вступишь в служение, которое я предназначил до твоего рождения. Ты выйдешь в дверь, предназначенную только для тебя. Ты будешь держать ключ, который открывает не только твое будущее, но и будущее тех, кто связан с твоей жизнью. Ты не просто благословляешься для себя, ты становишься сосудом благословения для других. В-пятых, я провозглашаю защиту. Ловушки, расставленные против тебя, рухнут. Враги, восставшие против тебя, падут. Атаки, предназначенные для саботажа, теперь будут свидетельствовать о моей силе. Ты будешь ходить сквозь тени, оставаясь нетронутым, потому что свет моего присутствия окружает тебя. Это сезон, в который ты вступаешь, если ты решишь ходить в согласии со мной. И, дитя мое, часть согласия – это признание. Если это послание достигает глубочайших мест твоей души, если ты чувствуешь вес этих обещаний, если твой дух дрожит, потому что знает, что это слово, в котором ты нуждался, я хочу, чтобы ты публично провозгласил это как акт веры. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас оставил комментарий со словами «Я выбираю Божью дверь». Не как ритуал, но как провозглашение. Как духовный знак. Как пророческое противостояние врагу. Когда ты комментируешь эти слова, ты приводишь в соответствие свой язык, свою личность, свою судьбу и свое сердце с обетованием, которое я положил над твоей жизнью. Ты заявляешь, что не попадешь в ловушку. Ты провозглашаешь, что принимаешь благословение, изобилие, чудо и преображение, которые я изрек над тобой. Ты объявляешь царству тьмы, что твое наследие защищено.
что твое будущее запечатано, что твой путь выбран. Твой комментарий становится заветом, знаком, духовной подписью, которую признают небеса. Так сделай это, дитя мое. Скажи это. Напиши это. Провозгласи это. Я выбираю Божью дверь. И пока ты это делаешь, приготовься, ибо благословение, которое я изрек, уже в пути к тебе. То, что произойдет дальше, подтвердит все, что твой дух почувствовал сегодня. Дитя мое, теперь, когда ты прошел через откровение, предупреждение, истину и обетование, ты готов вступить в священный момент, когда небеса склоняются, чтобы встретить твое сердце. Это момент, когда твоя вера перестает быть пассивной, когда твой дух перестает дрожать, когда твоя судьба перестраивается под покровом божественной власти. Теперь мы входим на святую землю молитвы, не простой молитвы, не привычной молитвы, но молитвы, которая запечатывает то, что было открыто, разоблачает то, что было скрыто, отменяет то, что было предназначено, и открывает дверь, ведущую в твой следующий сезон. Ибо в этот момент все, что было предвосхищено в части 3 «Опасность», попытка духовной ловушки, подталкивание к разрушительному шагу, теперь встречается с противодействием небес. Эта молитва является исполнением той ранней установки, божественным ответом на духовную засаду, которую враг пытался расставить перед твоими ногами. Эта молитва – ключ, который освобождает твои шаги, перестраивает твой дух и активирует чудо, которое витало над твоей жизнью. Вздохни глубоко, дитя мое. Твое преображение начинается здесь. Открой свой дух. Открой свое сердце. Приготовься к святой встрече. Ибо я, твой Бог, говорю и действую через эту молитву. Дитя мое, услышь мой голос сейчас, когда я говорю это над тобой. Отче, во имя Иисуса, я возношу эту драгоценную жизнь перед Твоим престолом. Я говорю над ними властью небес. Я провозглашаю, что духовное смятение, которое омрачило их разум, теперь будет сломлено. Каждый обманчивый шепот, каждая ложная настойчивость, каждое давление, которое пришло не от Тебя, пусть оно замолкнет. Пусть оно потеряет свою хватку. Пусть оно рассеется, как туман перед восходящим солнцем. Ты сказал в своем слове, что ты не автор смятения, но мира, и поэтому я призываю твой мир встать на стражу их мыслей, их эмоций и их решений. Господь, я провозглашаю, что каждая ловушка, расставленная против их судьбы, будет разоблачена. Каждая западня, замаскированная под возможность, рухнет. Каждая поддельная дверь будет наглухо запечатана. Каждая тень, притворяющаяся светом, будет явлена такой, какова она на самом деле. Я привожу это твое дитя под защиту твоего завета, под покров твоего вечного обетования, под щит твоего святого присутствия. Ни одно оружие, созданное против них, не будет успешно. Ни один шаг, сделанный в обмане, не устоит. Твое слово говорит в притчах, что есть путь, который кажется человеку прямым, но ведет к погибели. Сегодня удали с их пути все, что ведет к потере, бедствию или духовной смерти. Отче, я прошу, чтобы Ты высвободил ключ божественной рассудительности над их жизнью. Пусть они почувствуют разницу между тревогой и божественным руководством, между страхом и верой, между давлением и предназначением, между искушением и истиной. Открой их духовные глаза. Пусть они видят ясно. Пусть туман рассеется. Пусть шум врага будет заглушен громом Твоего голоса. Пусть каждый ложный голос будет заглушен во имя Иисуса. Господь, это дитя несло тяжесть бедности, гнет скудости, боль от незнания того, как будут удовлетворены его нужды. Но Ты, Иеговаиры, Бог, который обеспечивает. Ты тот, кто обещает изобилие, а не нужду. Богатство, а не пустоту.
благословение, а не бремя. И поэтому я провозглашаю финансовый сдвиг над их жизнью. Я заявляю, что голод заканчивается. Сезон выживания прекращается. Цикл недостаточности теряет свою власть. Ты сказал во Второзаконии, что ты даешь силу приобретать богатство. Высвободи эту силу сейчас. Пусть текут идеи. Пусть возникают возможности. Пусть формируются божественные связи. Пусть неожиданное обеспечение войдет в их руки. Отче, я провозглашаю, что их жатва та, которую они боялись, что ее украли, все еще жива, все еще защищена, все еще предназначена их имени. Враг пытался перехватить ее, но ты восстанавливаешь ее. Ты сказал в Иаиле 2 часа 25 минут, что ты возместишь за те годы, которые съела саранча. Восстанови то, что было потеряно. Восстанови то, что было отложено. Восстанови то, что было заблокировано. Восстанови ожидания, которые были сокрушены. Восстанови мечты, которые были похоронены. Восстанови силу, которая была истощена. Господь, я приношу перед Тобой раны их сердца, синяки предательства, шрамы разочарования, глубокую боль от ощущения забытости. Исцели их. Коснись мест, которые никто не видит. Вдохни в комнаты их души, где все еще прячется боль. Ты сказал, что ты близок к сокрушенным сердцам и что ты перевязываешь их раны. Пусть исцеление течет, как елей. Пусть утешение течет, как живая вода. Пусть мир осядет в их груди, как мягкое огненное одеяло. Боже, Ты ранее открыл, что враг пытался толкнуть их к разрушительному шагу не потому, что они были слабы, но потому, что они были близки к прорыву. И вот теперь, в этот священный момент, я провозглашаю силу. Силу сопротивляться искушению. Силу ждать, когда ожидание тяжело. Силу доверять, когда ответы задерживаются. Силу стоять твердо, когда их эмоции дрожат. Силу выбрать божественную дверь, а не поддельную. Силу следовать обетованию, а не панике. Господь, Ты сформировал это дитя с предназначением. Ты создал его с намерением. Ты сотворил его судьбой, вплетенной в его кости. И поэтому я активирую наследие, которое Ты им предназначил. Не наследие страха, не наследие бедности, не наследие родовой боли, но наследие победы, благоволения, богатства, расширения и сверхъестественного благословения. Наследие мира. Наследие цели. Наследие царственной идентичности. Я провозглашаю, что их следующие шаги будут направляться Твоим Духом. Что они войдут в божественные встречи. Что они столкнутся с открытыми дверями, отмеченными Твоими отпечатками пальцев. Что они будут чувствовать Твой голос, ведущий их даже в тихие моменты. Что они переживут уровень преображения, который нельзя отрицать, отменить или объяснить. Господь, я прошу, чтобы Ты сломал силу промедления. Сломал дух застоя. Сломал каждую родовую цепь, которая пыталась ограничить их. Сломал каждый шаблон самосаботажа. Сломал каждый цикл страха. Сломал каждое мышление, противоречащее Твоей истине. Сломал каждое проклятие, произнесенное над их жизнью, осознанно или неосознанно. Сломал каждую душевную связь, каждое духовное притяжение, каждую привязь, которая ведет их назад, а не вперед. Пусть останется только то, что соответствует их судьбе. И теперь, Отче, я провозглашаю сдвиг. Божественный поворот. Момент духовного возвышения. Пусть это начнется сейчас. Пусть эта молитва будет поворотной точкой, которая обратит всю их жизнь к изобилию,
которое ты уже приготовил. Пусть этот момент откроет над ними небеса. Пусть это будет час, когда отправляются ангелы. Где назначается обеспечение. Где защита усиливается. Где пробуждается цель. Где разворачивается судьба. Дитя мое, услышь меня, когда я говорю прямо в твой дух, твой сезон блужданий заканчивается. Твой сезон смятения заканчивается. Твой сезон страха заканчивается. Твой сезон бедности заканчивается. Твой сезон духовной слепоты заканчивается. Твой сезон промедления заканчивается. Ты вступаешь в новую главу. Главу ясности. Главу руководства. Главу изобилия. Главу чудес. Главу защиты. Главу расширения. Главу божественного соответствия. Главу, где ты ходишь не как раненый, но как избранный. Это воздаяние за раннее начало. Это божественный переворот, которого боялся враг. Это перестройка твоей судьбы. Это момент, когда все меняется. Я благословляю тебя сейчас благословением Авраама. Я благословляю тебя мужеством Давида. Я благословляю тебя рассудительностью Соломона. Я благословляю тебя силой Илии. Я благословляю тебя властью Христа. Я благословляю тебя покровом Святого Духа. Я благословляю тебя наследием Дитя Божьего. Теперь поднимись, дитя мое. Иди вперед. Держи свой ключ. Войди я в свою дверь. Обними свою судьбу. Твое чудо больше недалеко, оно на тебе. Дитя мое, теперь, когда ты прошел через откровение, предупреждение, наставление, молитву и божественное наделение силой, удели минуту, чтобы почувствовать, что поднимается внутри тебя. Ты не тот же человек, который начал это послание. Что-то святое сдвинулось внутри тебя. Твое сердце спокойнее. Твой дух яснее. Туман, который когда-то омрачал твое видение, рассеялся. Ты можешь это почувствовать, безошибочное утихание тревог, которые терзали тебя, нежное потепление там, где когда-то сидела тяжесть. Это не эмоция, это доказательство того, что Бог движется в невидимых пространствах твоей души. Этот заключительный момент не конец, это активация. Это, где все сказанное над тобой становится путем под твоими ногами. Дверь обмана запечатана. Дверь судьбы открывается. Ты отошел от ловушки и вошел в мою защиту. Ты разорвал соответствие с планами врага и вошел в безопасность моего завета. Теперь ты идешь не как блуждающий в смятении, но как ведомый божественным руководством, неся ключ рассудительности и огонь пробуждения. Дитя мое, я хочу, чтобы ты почувствовал величину того, что здесь произошло. Духовное давление, которое ты ощущал, не было случайным. Это был признак того, насколько ты был близок к прорыву и как отчаянно враг хотел его перехватить. Но теперь, когда ты понимаешь секрет, теперь, когда ты распознал ловушку и отказался в нее ступить, враг потерял доступ к этой части твоей судьбы. Ты вступаешь в сезон, над которым он больше не имеет власти. Этот эпизод, это послание, было твоей линией на песке, твоим моментом отделения от того, что должно было уничтожить тебя. И теперь, когда ты готовишься нести эту истину в свою жизнь, услыши эти последние божественные заверения: ты защищен. Ты ведом. Ты покрыт обещанием, которое не может быть нарушено. Ты находишься в соответствии с изобилием, которое небеса приготовили для тебя. Ты отмечен для благословения, обеспечения, восстановления и сверхъестественного богатства. Вы прошли через долину предупреждения и вышли с мудростью. Теперь вы стоите под сиянием руководства,
ясности и божественной уверенности. Вы не попадете в ловушку. Вы не войдете не в ту дверь. Вас не обманет иллюзия врага. Вы вступите в свою жатву, свое чудо, свое наследие и свое преображение. Но, дитя мое, я прошу тебя кое о чем сейчас, не как о ритуале, не как об услуге, но как об акте выравнивания и согласия с тем, что было сказано сегодня. Я хочу, чтобы ты снова оставил комментарий, на этот раз с декларацией «Моя судьба защищена Богом». Напиши это смело. Напиши это осознанно. Когда ты комментируешь эти слова, ты запечатываешь откровение в своем сердце. Ты укрепляешь произошедший духовный сдвиг. Ты громко и публично провозглашаешь, что твое сердце, твои решения, твои шаги и твое будущее находятся под властью одного только Бога. Твой комментарий становится духовным знаменем, утверждением, которое тьма может видеть, но не может противостоять. Напиши это сейчас, дитя мое, моя судьба защищена Богом. И пока ты пишешь это, пусть твой дух ощутит вес истины, стоящий за этим. Ибо каждый раз, когда ты заявляешь о моей защите, твое ангельское покровительство усиливается, твоя проницательность обостряется, а твои шаги становятся тверже. Это не суеверие, это библейское выравнивание. Жизнь и смерть во власти языка, и ты выбираешь жизнь, победу, ясность и защиту. Теперь глубоко вдохни. Позволь этой последней волне покоя сесть над твоим телом. Пусть твои плечи опустятся. Пусть напряжение в груди ослабеет. Это мое присутствие, покоящееся на тебе. Это мой покой, заменяющий тревогу, которая пыталась управлять тобой. Это мое заверение, что я направляю тебя, охраняю тебя и иду впереди тебя во все места, куда ступят твои ноги. И, дитя мое, услышь меня с нежностью сейчас, не уходи от этого послания неизменным. Не позволяй миру снова втянуть тебя в панику или спешку. Крепко держись истины, которую ты получил. Возвращайся к этому посланию всякий раз, когда возвращается замешательство, когда нарастает давление, всякий раз, когда ты начинаешь чувствовать искушение путями, которые я не строил для тебя. Используй это послание как свой якорь, свое напоминание, свой компас. Теперь я хочу спросить тебя о чем-то простом, но мощном. Если это послание затронуло тебя, если оно достигло глубин твоего духа, если оно выровняло тебя с ясностью и защитило твою судьбу, я приглашаю тебя подписаться на этот канал. Не ради чисел, не ради тщеславия, но для того, чтобы ты никогда не пропустил следующее слово, которое я пошлю, чтобы направить тебя. Твое духовное путешествие продолжается. Твой рост разворачивается. И каждое последующее послание будет строиться на том, что было открыто сегодня вечером. Подписываясь, ты делаешь выбор оставаться в выравнивании, оставаться под постоянным покровом, продолжать принимать духовные учения, предупреждения, откровения и благословения, которые приведут тебя в более глубокие места веры и изобилия. Сделай это, дитя мое. Подпишись и оставайся на связи с потоком откровения, по которому теперь жаждет твой дух. И также оставь комментарий, ибо твое свидетельство укрепляет других, а твоя декларация укрепляет тебя. Теперь услышь это последнее благословение, когда ты готовишься уйти. Пусть мир Божий окружит тебя, как щит. Пусть мудрость Божья направляет твои мысли и решения. Пусть обещание Божье служит тебе якорем во времена давления. Пусть дверь твоей судьбы останется открытой и защищенной. Пусть ключ проницательности останется в твоих руках. Пусть твоя жатва придет в полной мере, без промедления и помех. Пусть твое богатство расширяется способами, которые прославляют мое имя. Пусть твое благословение изольется на поколение после тебя. Пусть твое чудо проявится в естественном мире, как оно уже проявилось в духовном.
Пусть твое наследие сияет, как корона над твоей жизнью. Пусть твое преображение продолжается ежедневно, пока ты ходишь в согласии со мной. Это послание не конец, это начало. Перед тобой открывается новая глава, и ты пройдешь ее с мудростью, защитой и божественной властью. Иди сейчас в спокойствии, в силе, в ясности и возвращайся скоро, ибо следующее послание поведет тебя еще глубже в тайны твоей судьбы. Прощай пока, дитя мое, но не навсегда. Ибо я с тобой всегда, направляя твои шаги, освещая твой путь и охраняя дверь твоего